Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам на 23 апреля 2022 года. Поговорим о том, что можно делать в этот день, что ни в коем случае нельзя делать для того, чтобы не привлечь беды, проблемы и неприятности в свою жизнь. Друзья, далее более подробно все в этом видео. Итак, 23 апреля, друзья, у нас с вами суббота, и православный народ в свое время чтил память мучеников, а именно Африкана, Терентия, Максима, Помпы, Александра, Федора и Зенона. Всех их объединяет вера в Иисуса Христа и то, что они не отреклись от православной веры, даже в самые худшие времена. В III веке, это ориентировочно 249 по 251 года, в Африке мученики пострадали от великого правителя Фортуната. Он поклонялся идолам и велел всех крестьян доставить к нему и придумать им наказание. Многие из тех, кого доставляли к правителю, просто отказывались от Христа, но не святые мученики. Они держались вместе, молились до последнего дня и верили в все самое лучшее. А после многих издевательств и их кончины храм идольский, который стоял неподалеку, вдруг разрушился. Все идолы, стоявшие в этом храме, были уничтожены. А этот день в простонародье называли как День Терентия или День Маревны или День Солнцезахода. Народ в этот день любил наблюдать за солнцем и смотреть на закат и встречать рассвет. Название «Маревный день» связан именно с восходом солнца в Мареве. И именно сегодня восход солнца имел большое значение для крестьян. По нему узнавали, какой будет будущий урожай в этом сезоне. Также с солнцем ассоциируют еще одну народную примету. Те люди, которые были заколдованы, на которых была нанесена порча или сглаз, должны были взглянуть на солнце ровно в полдень. Если все прошло по плану и вовремя, человек верил в его чистоту и победу над злом, то у человека мигом слетала негативная пелена с его глаз, и он приходил в норму. Ярко-красное солнце этим днем обещало хороший урожай хлеба в этом году, а утренний туман сулил об ухудшении сегодняшней погоды и дождь во второй половине дня. Сегодня по традиции старались собираться друзьями и семьями на обед. Ужин, и для этого не нужен был вовсе повод. Предки, дабы привлечь в свою хижину положительных людей, 23 апреля тщательно мыли пол, прибирались в доме, стирали все грязные вещи и даже поливали цветы в доме и на улице. Обращаем ваше внимание, что это у нас с вами по народному календарю. Наши предки верили, что когда темнело, стоило зажечь 2 свечи, поставить по обе стороны от входной двери. Это помогало как очистить помещение от негатива, который накопился за прошлый год, так и избежать неприятной встречи с различной нечистью, которая могла заинтересовать ваша чистота и заглянуть к вам в дом. В период апрельского тепла в разгаре было весеннее бездорожье. Куда ни глянь, везде текли ручьи, глина, создавали лужи, образовывалась грязь, и почва становилась безумно мягкой. Во дворах у старцев можно было наблюдать, как у груши и дуба начинали раскрываться почки, нарциссы с крокусами начинали пробуждаться, а к концу апреля и вовсе должны были зацвести и радовать своей красотой. Вся живность под землей начинала пробуждаться. Муравьи, бабочки, букашки различные уже были у всех в огородах. Деревья уже обрабатывали, красили золой и зольной водой, подкармливали цветы с кустарниками. И вы сегодня постарайтесь организовать своего рода встречу с близкими вам людьми, с теми, кого вы давно не видели или ваша встреча постоянно откладывалась. Сегодня у вас обязательно выйдет это.
При уборке дома или квартиры, увидев паука, не расстраивайтесь, а уж тем более не убивайте, потому что все-таки это считается плохой народной приметой. Паук – существо доброе и вас не обидит, а только принесет хорошие вести. Если сегодня вы увидели маленьких и еще вовсе молодых паучков, то ждите уже вскоре теплых и ясных дней. А если на потолке, люстре или карнизе вы заметили старого паука, который сидит на паутине, то знайте, что это означает, что этой ночью возможны будут заморозки, и стоит принести в дом еще немного дров для того, чтобы не простудиться. 23 апреля априори считали и считают очень мощным энергетическим днем. Сегодня решались многие важные дела, решали князья, царя, а также вопросы разных сделок и больших купли-продаж. Поэтому, если у вас есть такие вопросы, которые стоит решать, сегодня ваш день. Планируйте важные встречи, сделки, встречайтесь с партнерами и покупателями, продавцами и решайте все свои самые сложные вопросы именно сегодня. С давнего времени 23 апреля считалось неподходящим днем для предложения руки и сердца. Просить руку из сердца и также свататься. Люди верили, что даже если девушка скажет «да», все равно в будущем этот брак будет обречен на разлуку и на расставание. Поэтому не стоит испытывать судьбу, зная, что есть такая народная примета. Купите любимой лишний раз цветочки, побалуйте вкусным ужином, а с предложением буквально немножко повремените. Если это ваша судьба, то она от вас никуда не денется, поймет и будет ждать вас и ваше предложение. Когда будете видеться со своими друзьями, родственниками, старайтесь не включать шумную музыку, не кричите, громко не пойте и откажитесь сегодня от танцев. Постарайтесь провести этот день в спокойствии. Лучше расскажите друг другу что-то интересное и положительное, что случилось в вашей жизни с вами за последнее время. И помните, что делиться стоит, и чем чаще, тем лучше. Особенно делитесь положительными эмоциями. Ни в коем случае не задирайтесь с близкими людьми. Старайтесь проанализировать и сгладить конфликты. Будьте умнее и мудрее в этой ситуации. Покажите, что они вам не безразличны, или просто переведите тему разговора в другое русло. Даже мелкая ругань, критика или глупое слово сегодня может сыграть злую игру, иначе такое поведение чревато определенными последствиями, которые могут привести к злобному и враждебному году с самыми близкими для вас людьми. Также сегодня запрещали целовать ребенка до 5 лет. Согласно народным приметам, поцеловать ребенка могла только мать. Хотя и этого старались избежать, потому что ходили слухи, что поцелуем можно просто забрать у ребенка его здоровье, силу и энергию. А вот именины сегодня празднуют Александр, Африкан, Зенон, Максим, Терентий, Федор и Яков. Также по древнему обычаю 23 апреля наблюдали за восходом солнца, поэтому стоило проснуться пораньше и наблюдать за солнцем, чтобы наполниться позитивной энергией. Также обращаем ваше внимание, что в этот день до полудня не рекомендуется есть горячую пищу. Если ослушаться данного запрета, то можно сегодня оказаться свидетелем серьезного конфликта. Тогда как на того, кто ослушался запрета, ляжет ответственность помирить двух врагов, а это будет очень сложно сделать, помните об этом. И для того, чтобы привлечь в дом добрых людей, необходимо обязательно 23 апреля помыть полы, постирать вещи и полить комнатные цветы. А перед сном необходимо перед входной дверью зажечь свечи. Они помогут очистить помещение от негатива, который накопился за последнее время.
В народе также придерживались одного ритуала, чтобы в семье не было конфликта в этот день. Для этого нужно взять любую крупу, перемешать ее, и говорили во время этого специальные слова. А звучат они следующим образом: как крупинка с крупой в каше соединяются, друг с другом не ругаются. Так и мы будем жить дружной семьей, все конфликты из дома долой. Аминь. Из крупы варили кашу и подавали ее во время ужина, чтобы все члены семьи ее обязательно попробовали. Очень важно, чтобы кашу члены семьи доели полностью, поэтому ее готовят в малом количестве. Ну а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 23 апреля. По лунному календарю, друзья, нас с вами ожидает 22 и 23 лунные дни. Убывающая луна в знаке зодиака Водолей. Сегодня день мудрости и постижения новых знаний. Особенно сильно проявление умственных способностей, и любые знания легко сегодня усваиваются. В этот день вы можете узнать новое о мире и, возможно, даже о себе. Вам может открыться тайное знание сути, а также может прийти в голову новые идеи и свежие оригинальные решения. День считается весьма неблагоприятным для начала любых дел, особенно серьезных, которые имели для вас большое значение. Приготовьтесь к тому, что информация в этот день будет обрушиваться на вас сплошными потоками, и вы должны сквозь эти лавины интуитивно услышать, уловить только самое важное, нужное, что имеет непосредственное отношение к вашей жизни. Это знаки, которые посылаются энергетикой этого дня, и они помогут вам правильно сориентироваться в сложившейся обстановке и подскажут, как действовать все-таки в будущем. Также сегодня вы будете чувствовать обострившуюся интуицию, которая поможет вам в поиске правильного и нужного пути. Имейте в этот день слушать себя, чтобы вскрыть тайники своего сознания. Возможно, вам откроются такие знания, которыми нужно будет обязательно поделиться с окружающими людьми. Знайте, что именно этот день поддерживает передачу любого опыта. Только постарайтесь сделать это без всякой чванливости и заносчивости. Они не впишутся в положительный фон этого дня. Также сегодня, друзья, что же касательно у нас с вами стрижки волос, то если вы найдете сегодня время для визита к мастеру, то скоро прибавите в весе. С другой стороны, стрижка будет способствовать улучшению вашего финансового положения. Стрижка в этот день будет удачной и наполнит ваши волосы положительной энергией. Но только в том случае, если вы предпочтете привычные прически экспериментам. Вы не только будете довольны своим видом, но и также сможете улучшить свое здоровье. Этот период хорошо подходит для наращивания волос, но будет более удачным выбор однотонных палитр. Результатом будет то, что никто не сможет заподозрить ваши волосы в ненатуральности. Посещение парикмахера вызовет череду и приятных событий. Все сложные вопросы дома и на работе разрешатся, оставив вам только хорошее настроение. Окраска натуральными красителями в натуральные цвета улучшит ваше материальное положение. Прическа пусть будет простой и не слишком вызывающей. Нужно причесываться сегодня раза 3 в сутки. А вот приобретенные знания можно использовать себе только во благо, иначе, к сожалению, они могут обернуться против вас. Вот такой, друзья, у нас с вами день 23 апреля по народному календарю и по лунному календарю. Обращаем внимание, что лунный и народный календарь могут быть не сходиться. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации были для вас полезны. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Также заходите на наш телеграм-канал. На телеграм-канале очень много для вас полезной, важной и нужной информации. Подписывайтесь на него, ставьте лайк. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите 2 прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте, смотрите, там много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации.